Всем привет, садоводы и огородники! Сегодня речь у нас пойдет о том, как укрыть клубнику осенью на зиму. Клубника или земляника садовая, как ее более правильно следует называть, является наиболее распространенной ягодной культурой. В этом видео я попытаюсь вам рассказать о том, надо ли укрывать на зиму от лютого мороза нашу любимую ягоду. И если нужно, то как правильно это делать. Садоводы часто спорят, надо ли укрывать клубнику, может ли быть снег лучшим укрытием для нее. Даже под видео «Чем укрыть чеснок на зиму» мне многие написали, что они не укрывают и у них все хорошо. Конечно, однозначно укрывать нужно, причем способов и возможностей для этого сейчас множество, и они доступны каждому. Многие сорта могут выдерживать до 30 градусов мороза при условии укрытия снегом, конечно. Но участились такое неприятное явление, как провокационные оттепели. Представляете, снег вдруг начинает таять, даже днем становится тепло до плюс 15 градусов. Растения пытаются пробудиться, принимая ложную весну за ее начало, а тут снова трескучие морозы. От этого любая цветочная почка погибнуть может, а у клубники и подавно. Вот тут и спасет укрытие, причем защитит надежно. У меня у самого из-за этого в одном году неплохо так зацепило клубнику. Да, можно не укрывать, но клубника, которая была укрыта, выглядит даже визуально в разы лучше. Если укрытие уложить рано, то клубника под ним просто может начать преть. Это называется выпривание, поэтому спешить с укрытием не стоит, равно как и затягивать его уборкой весной. Ведь почва быстрее должна прогреться, а укрытие, из чего бы оно ни было, мешать почве прогреться не должно. Если боитесь за проявление серой гнили под укрывным материалом, то можно обработать клубнику бордоской жидкостью. Из укрывных материалов можно использовать еловый лапник, опилки, листву деревьев, сено, ботву. Но мне надоело потом каждый год весной все это убирать, и я пользуюсь современным способом, который сейчас очень хорошо себя зарекомендовал. Агроволокно – это один из наиболее подходящих материалов, которым можно укрыть клубнику на зиму. Отличается рядом преимуществ: доступная цена, возможность использования на больших плантациях, где натуральных материалов не хватает, позволяет растениям дышать, создает оптимальный микроклимат, не привлекает мышей, насекомых, не препятствует доступу света. Единственный минус – трудоемкость работы. Для укрытия некоторые устанавливают дуговой каркас вдоль рядов с грядками на высоте 25-30 см от земли и более. Необходимо добиться того, чтобы агроволокно не соприкасалось с кустами. Если укрыть клубнику без монтажа каркаса, она может подмерзнуть зимой. Нужный микроклимат формируется за счет воздушной подушки. Я, конечно, согласен с этим научным тезисом, что необходим обязательно в осенний и весенний период воздушная подушка, но не зимой. Зимой у нас выпадает снег, а это естественный укрывной материал, который должен именно ложиться на нашу клубнику и защищать ее от сильных морозов. Так проходило на протяжении многих столетий, и до нас клубника, как видите, дожила. И все нормально с ней, поэтому снег обязательно должен ложиться на клубнику и защищать ее от морозов. Я делаю так: накрываю клубнику агроволокном, закрепляю досками по бокам, и за счет того, что у меня из досок бортики, есть воздушная подушка, а когда выпадает снег, он уже прижимает агроволокно к клубнике, и тем самым получается все как в природе. Снег накрыл клубнику. Если вам интересна информация, агроволокно у меня 60 грамм на 1 квадратный метр. Это плотность материала. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Всем пока-пока.